Всем привет! Из-за большой активности под прошлым видео с необычными фильмами я решил сделать вторую часть. Там очень много фильмов рекомендовали в комментариях, так что скорее всего будет и третья часть. А скриншоты с рекомендациями под прошлым видео будут в конце ролика. Итак, поехали! Дикие истории. Об этом фильме мне напомнили в комментариях. Сюжет фильма состоит из 6 коротких независимых историй, которые связывает общая остросоциальная конфликтная тематика. И месть. Не каждый человек ведет себя адекватно в экстремальной ситуации. Герои этих историй не могут спокойно реагировать на некоторые события. И каждый из них, впадая в панику, ведет себя по-своему. Ты, паскуда, что вытворяешь? Урод чертов! Чё такое? Испугался? Давай, мужик, проезжай. Давай! Следующий фильм называется «Варяг». Это фильм режиссера Роберта Эггерса, того самого, который снял «Маяк». Мальчик по имени Амлет готовится стать мужчиной и королем вместо своего отца, который недавно вернулся с войны. Но брат короля по имени Фьёльнир предательски убивает его и забирает себе его власть. А мальчик под угрозой смерти вынужден бежать на лодке в другие земли, в надежде однажды отомстить и освободить свою мать, королеву Гудрун. Спустя годы мальчик вырастает и становится могучим и бесстрашным викингом. Он возвращается в родные земли, чтобы наконец совершить месть. Я отомщу за тебя, отец. Я отомщу за тебя, отец. Я спасу тебя, мама. Я спасу тебя, мама. Я убью тебя, Фьёльнир. Треугольник. Про этот фильм мне тоже напомнили в комментариях. Мать-одиночка Джесс воспитывает сына-аутиста. Ее друг Грег предлагает отдохнуть и отправиться на яхте в путешествие. С ним и еще с 4 его знакомыми. Во время круиза портится погода и начинается шторм, в результате которого яхту переворачивает огромная волна. Молодые люди дрейфуют несколько часов в ожидании помощи, пока на горизонте не появляется пассажирский лайнер. Корабль оказывается абсолютно пустым, но через некоторое время героев начинает тревожить чувство, что они здесь не одни. Следующий фильм называется «Лимб». Девочка Лиза вместе с родителями и младшим братом живет в доме, который постоянно окутан туманом. Со стороны может показаться, что это самая обычная семья, но это не так. Вся семья проживает один и тот же день, делая и говоря все то же самое, что и предыдущие 24 часа. Но никто из них этого не замечает. Спустя время Лиза начинает подозревать, что что-то тут не так, и она решает разобраться в происходящем. Дом окружен туманом, телефоны не работают. Мы проживаем один и тот же день снова и снова. Бункер. Адриан очень талантливый дирижер. Из-за своей работы он вынужден переехать в Колумбию вместе со своей девушкой Белен. Однажды, вернувшись домой, он находит от нее послание, в котором сказано, что она уходит и просит ее не искать. Адриан очень тяжело переносит расставание. Но все начинает налаживаться после того, как он знакомится с девушкой Фабианой. У них начинается роман, и девушка переезжает жить к Адриану. Но ей не по себе в новом доме, так как здесь постоянно происходят странные вещи. Адриан! Это шедевр моего супруга и его самый страшный секрет.